Всем привет! Выпускаю второй ролик на тему «Самый лучший патрон для шуруповерта Metabo PowerMax». Думаю, ни для кого не секрет, что идеального ничего не бывает. Даже к всеми любимому Metabo PowerMax есть вопросы. Например, по поводу патрона. Так как он откручивается и нет фиксирующего винта, он может самопроизвольно открутиться. Или наоборот, после длительных работ вы вдруг захотели его снять, но без дополнительного ключа у вас этого не получится. Но это не самая большая беда, так как у него нет замка, оснастка иногда теряется при работе. Патрон может сам открутиться. Ссылку на первую часть я оставлю в описании. Перед вами справа налево, помимо стандартного патрона, еще 4 претендента. Стандартный, он же самый компактный, зажимает оснастку от 1 до 10 мм. Второй от 12-вольтового бесщеточного PowerMax на слайдерных аккумуляторах. Третий от BS18L. Четвертый двухгильзовый от дрелей. И пятый патрон Makita. Устанавливается на 12-вольтовых шуруповертах DF332D и DF333D. Проверять патроны будем на бесщеточной версии Metabo PowerMax BL. И первым накрутим патрон от, можно сказать, аналогичной модели PowerMax BS12BL. У патрона есть замок. Это означает, что оснастка не будет самопроизвольно откручиваться. Зажимает расходник от 1,5 до 10 мм. Он не габаритный, с ним шуруповерт не клюет, его не перевешивает. И я удивляюсь, почему данным патроном не комплектовать все 12-вольтовые модели. С ним и смотрится модель побогаче. Есть замок, что является огромным жирным плюсом. Так как основные претензии к стандартному патрону это то, что у него нет замка. Да, этот патрон чуть больше стандартного по габаритам. Но если для вас очень важна компактность и у вас щеточный PowerMax, работайте без патрона. Там шпиндель с внутренним шестигранником. В общем, патрон, как по мне, очень удачный. Следующий патрон мы накрутим Makita. Он тоже с замком. И, как мне кажется, его смело можно рассматривать как альтернативу. Из плюсов то, что он может зажимать сверла от 0,8 до 10 мм. И этот патрон дешевле, чем предыдущий Metabo. Цены я не буду озвучивать, но так как я указываю артикула, можете в интернете посмотреть стоимость любого патрона из данного видео. Также преимуществом данного патрона Makita это то, что вы скорее всего его сможете купить или заказать где угодно, так как сервисы Makita есть везде. Патрон от BS18L. Способен зажимать оснастку от 1,5 до 13 мм. Но из-за того, что у него нет замка, считаю его менее привлекательным. Но показываю как альтернативу. Еще один патрон используется в неударных легких дрелях. Он двухгильзовый, быстро зажимной. Зажимает сверла от 1 до 10 мм. Как видим, есть возможность его закручивать или откручивать с помощью ключа на 16, но лучше использовать головку. Замка тоже нету. Визуально прикольный из-за своих насечек. Как альтернатива сойдет, но повторюсь, замка у него нету. И напоследок накрутим стандартный патрон.
Его единственным плюсом является то, что он самый компактный. Наверное, это все его преимущества. Очень хочется узнать мнение владельцев PowerMax, устраивает ли вас стандартный патрон. И напишите, пожалуйста, в комментариях, на какой из показанных мною патронов вы бы поменяли стандартный. Думаю, видео было полезным. Подписываемся на канал, кто еще не подписан. Всем пока.